Привет, друзья! Сегодня мы с вами готовим овощной рагу с говядиной. Для приготовления рагу нам понадобится кастрюля с толстыми стенками. Такие кастрюли лучше нагреваются и очень хорошо держат температуру, а это как раз то, что нам нужно, чтобы хорошенько обжарить мясо. На 5-6 порций рагу нам понадобится примерно полкило мяса. Для рагу лучше брать мясо с прожилками жира, вот примерно такое, как у меня сейчас. Это сильно влияет на вкус. Мясо нужно нарезать крупными кубиками. В кастрюлю я уже налила немного растительного масла, и оно у меня разогрелось. Мясо я выкладываю в кастрюлю в один слой, для того, чтобы оно очень хорошо обжарилось и покрылось корочкой. Это поможет сохранить сок внутри мяса, и мясо будет мягким. Посмотрите, как шипит моя кастрюля. Там температура очень высокая, масло раскалено. Это как раз то, что нам нужно. Добавляем к мясу перец, черный молотый, и немного соли по вкусу. А также немного сушеных томатов, которые я недавно готовила и показывала, кстати говоря, рецепт на моем канале есть. Можете посмотреть. Пока мясо обжаривается, я нарежу очень крупно одну большую луковицу. Лук в процессе приготовления весь протушится, его совершенно не будет видно, зато он поможет образовать очень густой, вкусный, насыщенный бульон. Добавляем лук к мясу. Температура кастрюли у меня по-прежнему остается одинаковой. Очень большой жар. Лук должен не протушиться, не пропассероваться, а именно очень хорошо обжариться. Нам также понадобится одна крупная морковь. Я ее сначала разрежу пополам, а потом нарежу крупными полукольцами. Кстати, если вы захотите приготовить такие же специи, как у меня, сушеные томаты, которые я использую для приготовления рагу в этом видео, то вы можете это сделать по ссылочке внизу, я поставлю в описании. Мясо с луком хорошо зажарились, посмотрите, какого они красивого цвета. Именно процесс обжарки дает основной вкус рагу. Это очень важный момент, не пропускайте его. Сюда же к мясу я добавлю всю морковь, которую мы недавно порезали, и также оставлю на высокой температуре обжариваться. Ну а теперь чеснок. У меня чеснок очень крупный, я взяла всего 3 зубчика. Это, конечно, по вашему усмотрению и по вкусу. Можно больше, можно меньше. Чеснок я обычно сначала раздавливаю, это я делаю для того, чтобы выпустить из него максимальное количество аромата, а затем мелко шинкую. Чеснок я также отправляю на обжарку вместе с остальными овощами. Кастрюля у меня по-прежнему стоит на очень высокой температуре, максимальный огонь. Посмотрите, лук начал приобретать коричневый цвет, и морковь тоже. Как всегда, все ингредиенты в граммах для этого рецепта вы сможете найти внизу в описании под видео. Продолжаем обжаривать. Весь процесс обжарки у меня занимает 15-20 минут. А теперь нам нужно будет подготовить помидор. У меня помидор очень крупный, почти 300 грамм. Все убираем лишнее. Ох уж эти магазинные помидоры, посмотрите, какая зелень внутри. Но ничего страшного, сейчас мы это все отрежем. Шкурку нужно будет также снять. Он у меня очень плотный, поэтому я ее просто срезаю. И сначала я режу помидор на крупные дольки, а затем все очень-очень мелко измельчаю. Помидор также после обжаривания и длительного тушения полностью уйдет в бульон. И бульон наш станет ароматный, вкусный, насыщенный. Добавляем помидоры в кастрюлю к мясу и к овощам. Кастрюля у меня по-прежнему стоит на очень высокой температуре. Продолжаем обжаривать минут 5. Спустя 5 минут жарки кастрюлю нужно будет накрыть крышкой, а огонь уменьшить. Теперь нужно протушить овощи с мясом минут 30 на небольшом огне. Я также подготовлю стакан с горячей водой и солью. Я обычно заглядываю под крышку в процессе тушения, наверное, каждые 5 минут, чтобы убедиться, что овощи и мясо не пригорают и что там есть необходимая жидкость. Если жидкости мало, то просто из этого стакана потихонечку подливаю по чуть-чуть воды, по мере необходимости, опять-таки сначала четверть, потом половинку стакана. Это все зависит от того, насколько сочные были у вас помидоры и насколько у вас высока температура тушения. Мясо еще не готово, посмотрите, оно в процессе тушения. Накрываю крышкой кастрюли и оставляю его пока. А пока займемся картошкой. Я ее уже почистила, промыла, у меня здесь картофеля примерно килограмм. Картошку нужно будет нарезать крупными кубиками. Вот примерно такие кусочки должны получиться. Мясо уже протушилось, прошло 30 минут. Теперь наверх я выкладываю картофель. Картофель я выкладываю слоем сверху прямо на мясо. Картофель с мясом я не перемешиваю, овощи всегда выкладываю слоями. Картофель надо присолить слегка.
накрыть крышкой и оставляю еще минут 5, пока я готовлю остальные овощи. Нам также понадобится 2 больших болгарских перца. Я всегда беру разного цвета, чтобы было не просто вкусно, но и красиво. Перец нужно будет нарезать сначала вот такими дольками, а потом небольшими кубиками. Картофель уже протушился под крышкой 5 минут. Сверху теперь на него я выкладываю цветной перец. Овощи в рагу я всегда укладываю слоями. Это я делаю для того, чтобы не нарушить их текстуру. Тогда они сохраняют свою плотность, форму, и конечное рагу получается очень красивое. Перец тоже нужно немного посолить, и положу пару лавровых листов. Ну а теперь нужно подготовить кабачки. У меня в этот раз будет цукини. Его нужно будет нарезать вот такими пластинками, затем на полосочки и снова на небольшие кубики. В это рагу я также иногда добавляю баклажаны, но это по мере того, что у вас есть в холодильнике и что есть под рукой. С баклажанами тоже очень вкусно, но сегодня у меня их нет. Перцы у меня также постояли под крышкой уже минут 5. Сверху на них я теперь выкладываю кусочки цукини. Также распределяю их равномерно по всей поверхности, ничего не перемешиваю. Сверху я также решила добавить домашние специи, это у меня стандартный набор сухие овощи. Морковь, перец, лук, чеснок и зелень. И снова добавлю немного соли. Нужно также проверить количество жидкости в кастрюле. Я посмотрела, у меня оказалось маловато. И в итоге у меня ушел весь стакан солевого раствора на кастрюлю. Накрываем снова кастрюлю крышкой и оставляем овощи вместе с мясом томиться еще минут на 30. А пока приготовим зелень. У меня сегодня петрушка. Овощи практически готовы, пахнет просто уже невероятно. Сверху я высыпаю петрушку, которую я только что нарезала, и добавлю еще зубчик или 2 чеснока. Это по вашему усмотрению, но у меня зубчик большой, поэтому 1. Зелень с чесноком также нужно будет распределить по поверхности овощей, проверить готовность овощей, немножко посолить по необходимости. Я попробовала, у меня не хватает немножко соли. И накрываем крышку, оставляем еще на 5 минут. 5 минут прошло, и наше блюдо готово. Посмотрите, какое оно красивое. Посмотрите, как картофель сохранил свою форму. Он по-прежнему кубиком, он совершенно не развалился. Все остальные овощи тоже держат свою форму. Подавать я буду с хлебом, который я обжарила на сливочном масле на сковороде. Это очень вкусно вместе. Попробуйте. Посмотрите, какой цвет, какой аромат. Жалко, что я не могу вам передать через камеру, но это очень вкусно. Попробуйте приготовить. Это, кстати, мой авторский рецепт, это мой собственный рецепт, к которому я пришла, испробовав огромное количество рецептов различных рагу и потратив годы на то, чтобы найти тот самый. Надеюсь, что он вам тоже понравится. Дайте мне знать в комментариях или поставьте лайк, мне будет очень приятно.